дистанционка с 30 октября по 7 ноября. Купил я себе вот такую вот мороженку. Проснулся от того, что меня колбасит еще пуще прежнего. Видите, что происходит? Итак, привет, друзья, привет, YouTube. Меня зовут Санек. Вы находитесь на канале Рейсовозный рейс. Едем мы на Нижний склад Восток. Это что находится в Кибаньоле, у нас не доезжает до Усть-Кулома. Вот, опять простой рейс, ребят, один асфальт. Ну, в лес никуда не заезжаем, потому что погода, сами видите, какая. Завтра вот обещают -8, сегодня у нас плюс. Ночью должно, кстати, все замерзнуть. Вот, так что, скорее всего, будет опять идти снег, будет скользко. Вот, ну, посмотрим, что как будет. В общем, 200 километров у нас хорошего асфальта. Погрузка и до выгрузки обратно там тоже 200 с копейками получается до выгрузки. Вот, ничего сложного. Такой шоколадный рейс. Выезжаем, в общем, сейчас с города мы. Время у нас 5 часов вечера. Извиняюсь, ребят, камера у меня такая, блин, не очень она прям хорошо снимает в темноте. То есть, ну, видно, да, то есть полоса вообще как бы сейчас не совсем прям так темно, да. Вот. Ну, плюс освещение вот на улице есть. А по факту вот получается вот такая вот у нас картинка. Не очень такая освещенная, да. Вот. Ну, что ж сделать, как бы. Придет время, и мы все-таки обзаведемся хорошей камерой. Начал копить на камеру. Вообще, ребят, перешел, в общем, к съемке на телефон. Раньше снимал все на видеокамеры, Sony у меня были. В общем, отошел я от всех этих камер, снимаю сейчас на телефон. У меня сейчас Samsung. Вот, хочу себе взять iPhone. У айфонов хорошие матрицы соневские стоят, они очень хорошо снимают, даже в темноте. Вот, хочется, короче, мне iPhone, даже возьму бэушный. Вот, и будем уже снимать нормальную картинку, да, так сказать. Вот, но пока довольствуемся тем, что есть. Освещение такое желтое. Вот, поэтому так, ладненько, уезжаем. Нам нужно заехать еще сейчас под Тыбок в столовую покушать. Сейчас у ребят спросил, ехал сейчас навстречу много машин проходило. Я спросил, я говорю, ребят, что там под Тыбок работает? Они говорят, да, работает, но на вынос. То есть у нас сегодняшнего, по-моему, дня, что ли, что там позакрывали, в общем, все эти, значит, развлекательные центры и так далее, столовые все позакрывали. В общем, работает столовая сейчас только на вынос, то есть приходишь, заказываешь, берешь и идешь, кушаешь, значит, в машине. То есть будем кушать в машине. Такая погода, друзья, блин, тут дождь, то что, зеркала вообще затянуло грязью, стекла грязные. Хочу сейчас где-нибудь остановиться на расширении на каком-нибудь, нужно фары помыть, до стекла с зеркалами. Потому что мне так совсем некомфортно ехать, мало что видно. Друзья, вот я не знаю, вот уснуть можно, ей-богу. Вот смотрите, мы едем 35 километров в час. Вот автобусник вот едет передо мной 35 километров в час. Это не фаза, я не знаю, что с ним случилось, почему он так едет. Ну, только что вообще 30 даже ехали. Вот. Едет медленно, но когда вот эти заправщики, то есть они как вот эти автобусы, да, они, значит, ВТП автобус пригоняют, ВТП его ставят, вот, и есть ночные заправщики, прям ездят, заправщики, короче, ездят там, ну, 2-3 человека, не знаю сколько, они, короче, все вот эти автобусы, ну, ночью ездят, заправляют, они вот так с вечера начинают, а проезжают они как раз, они заправляются на метане ездят, заправляются они в Дырносе, вот. Получается, проезжают рядом с моим домом недалеко. Вот там вот они, ребята, носятся. Ну там ребята действительно работают просто на, значит, им на скорость надо быстро-быстро заправить все автобусы. Вот там вот они носятся. Ребята, они по Морозову, они вот с АТП по Морозову по улице поднимаются. Блин, они под 70 километров в час летают. Просто по оживленным дорогам, понимаете. А здесь вот как бы такая дорога, окраина города, да. Вот, тут можно, ну, 50 можно ехать, да, ну, знаки 50 стоят. А там вообще возле 65 лет Победы там. С праздничком, тебе также спасибо.
принял. Вот прямо сейчас как раз и записываю новый видеоролик в прямом эфире. По работе, по жизни. Спасибо, коллега, удачи тебе также. Короче, вот. Ребят, сами все слышали. Рацию убавить. Вот, убавлю немножко рацию. Ну, слышали, ребят. Саня, поздравили меня с праздником. Сегодня праздник, день шофера. Вот. Проехал, только не обратил, конечно, кто проехал. По-моему, Вольвочка мондевская. Вот. Пожелал мне удачи в работе, по жизни. Так что так, ладненько, проходим Кочманское кольцо. И у нас 180 километров до погрузки. То есть совсем все рядышком. Так что так. Вот так хорошо по воскресеньям ездить, когда ни машин, никого, ничего. Вообще отлично. Здорово, человек-фонарь. И как всегда, Да. наш ролик продолжение. Человек-фонарь. Короче, ребята, Семену пришла гениальная идея. Вот у него очень много жрет топлива, да, то, что покидает. Ему пришла гениальная идея поменяться прицепами. Сейчас мы, короче, этим займемся. Кстати, Семен, с праздником тебя! Сейчас мы, короче, надо нам поменяться прицепами, сделать рейс и посмотреть, поменяется ли у него расход топлива. Короче, ребят, спецоперация по смене прицепов не закончилась успехом. Почему? Потому что у нас на фаркоп новый стоит, и палец у нас толще, то есть у него фаркоп старый, уже с износом, и втулка на прицепе на серьге точная. Вот, то есть, короче, я не смог зацепить егоный прицеп, мой палец на фаркопе не проваливается в егоную втулку, вот, поэтому, короче, не получилось у нас ничего сделать. Ладненько, что, будем ехать тогда, каждый со своим прицепом. Дожили. А? Дожили, говорю. Дожили, да. Дистанционка. Позакрывали все. Вот, салат. Через окно продают. Доехали мы уже до Потыпка. Вот, сейчас покушаем, поедем дальше. На улице похолодало. Здесь вообще лед. На улице лед, на дороге. Ребята, у нас дистанционка с 30 октября по 7 ноября. По 7 же, да? Да, вроде? И вот столовая наша переходит в наши кабины. Родные. Теперь мы будем кушать в кабинах. Короче, ложат в контейнеры. Вот, хорошо, чаек, хлебушек у меня с собой. Вот, Семен там еще блинчики себе взял. Вот, ладненько, что, будем кушать и ехать дальше. Нам до востока осталось немножко, километров 60, наверное. Вот, короче, все кушают в кабинах. Пришли, купили в кабину, залезли, он машин столько стоит, все в кабинах едят. Ладно, приступим к приему пищи. Заехали на движение, короче, дозалить топливо, ребят, все, один рейс мы сделали. Купил я себе вот такую вот мороженку. В общем, один рейс мы уже сделали. Сейчас нас отправили тот же самый склад Восток уже на второй рейс. Вот, так что сейчас мы сюда где-нибудь поспим. Процесс заправки идет. Ты полный идет? А, я 200, мне 200 хватит. Или 250, короче, взял. 250 взял. Ладненько. Короче, рейс уже бахнули, все отлично. Сейчас летим за вторым, сразу дали второй рейс. Вот. То же самое будет и сильно. Короче, поедем в паре. Ну ладно, все, друзья, на движении заправились, выехали в сторону, значит, промсклада Восток. Будем делать второй круг. Вот. В общем, вот такой вот интересный видеоролик у нас получился. В смысле, в плане интересный, чем интересен тем, что не было, в общем, у нас дневного света, все по ночи, все. Ну, это, в принципе, нормально. Почему? Потому что в ближайшее время, то есть зимой, у нас очень короткий световой день. У нас рассвет в 9 утра, значит, темнеет уже в 3 часа. В 3 часа дня, то есть световой день всего 6 часов, поэтому как бы, ну там, конечно, снег лежит, да, там со снегом посветлее. Так, ну что, друзья, наконец-то на улице рассвело. Едем мы, вот второй рейс получается у нас. Такой опасный обгоняльщик через сплошную. Это сплошная пригорок, похер. Ладно, друзья, едем уже второй рейс с Семеном туда же. В общем, подморозило на улице. Где-то -3, наверное, сейчас. Асфальт покрылся
тоненькая корочка льда. Но это даже не важно, не так важно, насколько, как сильно я сейчас, друзья, замерз. Короче, у меня, я не знаю, у меня не работает фенка. Она, видать, то ли запарафинилась, то ли что. У меня, короче, сломалась ПЖДшка. Мы легли поспать, я проснулся через 2 часа от того, что меня просто всего колбасит и колотит. Я не чувствовал своих ног. В общем, перестала у меня, автономка у меня тоже заглохла. Короче, я запустил мотор. Вот, ну, как все понимают, толку от этого мало. А мотор уже остыл, пока он там прогреется. Это 2 часа ему надо тарабаниться. Ну, можно было, конечно, да, оборотов добавить. Короче, я укрылся, нормально укрылся, замотался, бушлатом еще сверху на себя кинул, уснул. Короче, через 2 часа я проснулся, я проспал еще 2 часа. Проснулся от того, что меня колбасит еще пуще прежнего. Я уже ни пальцев рук, ни пальцев ног, ничего не чувствую. У меня действительно все просто замерзло очень сильно. Вот, Семен как раз, давай, говорит, поехали. Я говорю, давай, говорю, все, едем. Вот сейчас более-менее только отогрелся. Включил печку побольше на максимум. Мотор прогрелся. Вот, ладненько, едем. Хорошо, на улице подморозило, все, нету этой слякоти, вот этой всей, которая вот неприятная, жижи, чачи. Вот. По той же самой схеме сейчас едем до столовой. Не надо будет попить кофейку, перекусить. До нее нам ехать осталось километров 60, может быть, еще. Сейчас километров 60 еще пройдем, и будет столовая. Вот, покушаем. Так что так, ладненько, прям пока до столовой и потом опять туда же на восток, на погрузку. Короче, друзья, на улице подморозило. И вот здесь вот стал лед. Трасса, оказывается, покрыта льдом, смотрите. Видите, что происходит? А мы с Семеном сейчас так бодро наваливаем. Я, короче, вот там сейчас начинаю тормозить. У меня просто складывает нахер прицеп, меня начинает тащить. Да, Сенька? Я ж говорю, скользко, блядь. УАЗика на обгон пошел, меня как давай там всего мотылять. Ладно, идем за кофейком. Сейчас возьмем кофейку. Сенчо, что такое весь важный? Короче, друзья, вот мы пока стояли, да, вот там вот у нас столовая. Сколько машин пыталось, сколько машин заехало туда, пока я стоял в очереди. Я вам скажу, ни одна машина нормально не затормозила. Все машины пролетают поворот, друзья, потому что, короче, обледенело вот такой слой льда на трассе. Я и говорю, что я ехал, сейчас обходил УАЗика, что-то газу дал, мне что-то кидануло так, я думаю, что, а как смотрится-то, как будто бы асфальт. Вот, и начал оттормаживаться здесь под дыбке, и у меня начало прицеп просто складывать, на встречку выкидывать его. Короче, лед голимый. Ладненько, опять сходили мы, значит, в столовую, взял себе, короче, гречечку с поджарочкой, 2 порции, взял 2 порции блинчиков со сгущенкой, кофеек. Так, хлебушек у меня есть, ладно, начнем трапезничать, так сказать, приступить к приему пищи. Еще раз подъехали на нижний склад. Там груженные стоят. Ладненько, заезжаем, грузимся и выезжаем уже в сторону дома, поедем. Значит, погрузят те же самые, что и нас грузили. Ребята херачат, короче, у них уже которая, получается, бунт раздербанили, говорит, ну уже 1000 кубов, говорит. 1000 кубов, говорит, загрузили. Ну бунта нету, просто за ночь 1000 кубов это каждый. Короче, за ночь просто раздербанили бунт, ребят. Он уже полусонный, говорит, я уже, говорит, ничего не хочу, мне уже, говорит, ничего не надо, говорит. Короче, вот так вот, ладненько, у нас опять все быстро получается, по-быстрому загрузились, даже не стояли, приехали, я только успел быстро изоленту наклеить на коники и все, уже поехал под погрузку.
Мороз уже проехали. Чем ближе к городу, тем теплее. Возле Усть-Кулома, так там еще снега много лежит. А здесь, вон, видите, на обочинах снега-то почти нету. Все растаявшее. И нету так много льда. То есть, получается, ближе к Усть-Кулому там лед на асфальте. Причем нормально там так льда. Здесь вот нормально. По асфальту бежим. Догнали, вот правда, Монди. Вот перед нами идет. Там встречек много. Перед нами Монди идет. Короче, не в нашем темпе он едет. Точнее, не в том режиме, в котором ездим мы. Мы обычно вот по нормальному асфальту мы идем от 80 до 83 в среднем. 80-83 вот я держу. Вот. А у них, видать, ограничения. У них 80, им быстрее ездить нельзя, потому что они все 80 ездят. Вот 79, 80, 79, 80. Вот поэтому как бы я их и догоняю. Хотя да, ребят, правила дорожного движения гласят, что самая безопасная скорость движения — это скорость, равная средней скорости потока. То есть вот так вот. Ну, просто я к чему это сказал, потому что есть, допустим, некоторые прям выделяются прям сильно из толпы. Да, не говори, Семен. Вот. Выделяются некоторые из толпы, ну прям реально вот он едет 50 километров в час по дороге, типа думая о том, что как бы это безопасная скорость, хотя опасности добавляет еще больше, потому что все его начинают потом обгонять, вот, создавая тем самым бывает аварийные ситуации. Вот. Ну ладненько, сейчас мы обойдем его скоро. Все, газ в палас. Понятно, короче, едет он, получается, то едет, то не едет, то 80, то 70, хрен его, короче, поймешь. Ладно, обошли Мондевского, Сенча его тоже обойдет. То, короче, перед горкой не газует, до 70 падает, с горки, наоборот, топчет там чуть ли не до 90. Понятно, в общем. Ладно, не люблю я вообще за кем-то ездить. Первому всегда удобнее, комфортнее, так сказать. Вот. Ну а мы едем. Где-то к Визябожу уже подъезжаем. В городе сухо. Может быть, даже Семен тоже говорит, может, говорит, и весы, говорит, работают сейчас. Черт его знает. Да, влажность-то была, так они не работали. Там 98% влажности и выше, и все, весы. Че, четвертый отправляешься? Нет, вторая, четвертая. Вот, когда 98% влажности и выше, вот, они не должны работать. Еще, друзья, такая фишка, короче, почитали паспорт у этих, у этого прибора, ну, взвешивания. В общем, у него до минус 10. После минус 10, ну, ниже, если температура ниже минус 10, то прибором пользоваться нельзя, так как он дает большая погрешность, врать начинает. Ну и, соответственно, при влажности, при 100% влажности, при высокой, это когда вот прям дождь идет, все, туман стоит, вот, тогда тоже пользоваться нельзя. Ну, так, имейте в виду. Посмотрим, будут они зимой работать, не будут. Минут. Все насосы, что тут, а наши качают, да? Семен. Вот, посмотрим, будет на улице минус 20, минус 30. Посмотрим, будут они работать или нет. Не знаю. Здесь, кстати, стояли такие херовинки, как они правильно назывались-то, отбойнички такие, типа вертикальные такие, посередине стояли, ребята, кто помнит, да? Кто видел. Короче, поснимали эти отбойники, ну такие были, потому что здесь разделительная полоса идет сплошная. Вот. И чтобы не обгоняли, опасный поворот, выезд получается с поселка Вальтедор. Ну и чтобы никто там на обгон не шел, потому что оттуда машины выезжают, опасность. Ставили, короче, вот такие вот вертикальные, резиновые, они вроде такие резиновые или пластмассовые были. Короче, половину снесли, кто-то залетел, видать, кто-то, видать, на обгон пошел. Отбойники эти начались сразу за поворотом, там плавный такой поворот идет.
Встречка пошла, видать, заныривал обратно через них. Короче, половину срезал. Через 2 дня приехали, все отбойники убрали. Короче, деньги потраченные на ветер. Володька 605 тоже поехал на восток. Всех на восток. Столько ребят, машин на восток идет. Мама, не горюй. Просто сейчас их там как конь, короче. Очень много, короче, машин. Прям едут без остановки. Сейчас там очередя, наверное, начнутся собираться. Там чисто. Поехали. Вот выходные дни начались, нам устроили, да, по 8 число выходные дни. От машин так мало, все безработные теперь дома сидят. Да, как я говорил уже, просто обычный отъем денег у населения. Все везде дорожает. Да, с каждым часом, с каждым днем. Вот. Но люди ведь успевают зарабатывать эти деньги. Давайте-ка мы им сделаем неделю выходных. Пускай дома посидят. И позакрывали нахер все. Как будто бы что-то будет лучше. Типа ситуация с ковидом улучшится, если мы сейчас на неделю все закроем, да? Господи, едет каждой ямке, кланяется, а? Как на хрустальных колесах, я не знаю, блин, что он там везет такое. Хрусталь, наверное. Ладненько, друзья, весы прошли. И это был уже второй круг на, господи, на восток. Уже, честно, спать, по-моему, уже охота, потому что ночью поспали мы что-то около 3 часов, наверное. Вот, а время уже 1:30 дня. Вот, поэтому просто хочется спать уже. Голова уже не соображает. Вот, ну и что, сейчас доедем до выгрузимся в гараж, машину поставим, потом подоедем и нормально выспимся. Так что так, друзья. Ладно, все, кто смотрел этот видеоролик до конца, всем огромное спасибо. Всем, кто сейчас кушал, ребят, всем приятного аппетита. Всем до встречи, всем пока.